Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня едем в Лондон. Будет двухдневная поездка. Лондон, так хочется сказать, это капитал. Я думаю, что походим по музеям, ну или по городу. Все от времени зависит и от того, где автобус остановит. Те же самые туристическая фирма Каледония нас везет. Заехали на такой сервис-центр. Не помню, какая местность называется, но здесь вообще очень это распространено. Он там состоит из нескольких кофеин, вот магазин White Rose. Там можно купить сэндвичи, напитки. WH Smith тоже магазин на сервисе. KFC, Burger King, Starbucks, кофейни. Зайти в туалет можно, и мы перекусили. Купила сэндвич на двоих, кофе себе и сок. Ну и такие вот мадленки. Вот такие гейм-зоны здесь тоже. Можно заехать на сервис путешествий, если поиграть захотите. Здесь какие-то аксессуары различные продают. Чехлы для телефонов, очки. Наушники вижу. Держатели для телефонов. Наш автобус. Такой вот сервис-центр. Здесь вот автобусы, фуры останавливаются, передохнуть, пообедать, ну или зайти, освежиться. Приехали в Лондон, в центр, возле Ковент-Гардена находимся. Времени у нас совсем мало, 2 часа. Уже 4:30 нас будут забирать в отель, везти. Ну, отель находится, International отель, в пределах Лондона, в пределах города. Поэтому либо приходишь к автобусу, где он нас высадил, либо 4:30, точнее 20 минут, в 4:20 вернее, либо сам едешь в отель на метро. Он уезжает. Сказал, в 4:20 я уезжаю, мне типа не волнует. В общем, такие сейчас поездки. Раньше давали 5-6 часов в Лондоне погулять, сейчас 2 часа. Для Лондона это вообще только выйти и зайти. Я сейчас уйду, я только идти буду до Ковент-Гардена минут 20. А если ты еще поесть хочешь или что-то посмотреть, в музей, никуда не сходить. То есть, может быть, завтра больше времени будет. Вот так вот красности.
здание такое. Тут очень много зданий с колоннами. Вот, да. Это улица Кингсвей. Там уже где мюзикл впереди. Сина. Театральная улица. Возле Ковенгардена, я говорила. Находимся. Ну, пойдем в Ковенгарден. Я, по крайней мере, знаю, где этот район. Водитель сказал, что двигаться не будет тут стоять. Ой, шотландский акцент это вообще половина непонятно, что говорит. Запомнить улицу. Хотя, в принципе, засняла. Здесь вот так. Ушли. Здания, конечно, в Лондоне эти огромные. Все, здесь все такое. Парадные такие. Такое чувство, что все строилось для того, чтобы на лошадях заезжать для великанов каких-то. Смешно, конечно. Здесь также помимо Сины мюзикл «Мамма Мия» идет. Ну, говорю, здесь театры. Мюзиклы. Такси какие. Кабы. Очередь. Там дальше, видите, Lion King мюзикл. Все идет. Все рядом. Такой вот район Ковенгардены. Тут не совсем еще, ну тоже какой-то мюзикл дается. Лучше так особо не плутать. Это вот я уже говорила, этот район как раз я знаю. Yeah, of course. Хэллоуиновская тема. Отель какой-то. Тыквы. Вот, подошли. Lion King, лицеум, театр, паб Веллингтон. Если в Ковенгарден, то это вот туда. Если туда, то это к Темзе. Люди так сидят, так присели, пиво пьют. Магазин такой сувенирный. Можно и отсюда вот к Темзе пройти. Отели со швейцарами здесь. Отель Совой. В фильмах часто его показывают. Тупик.
Вот тоже впереди мюзикл. Ну и, естественно, рестораны, кафе всякие. Васаби. Вон там вот уже виднеется Ковент-Гарден. Чубайков. Здание с декорациями. Суши. Кто хочет суши? Людей, конечно, здесь. Ну, я думаю, в столичных городах во многих так. А Англия вообще очень высокая плотность населения в Британии. Поэтому здесь даже в маленьких городах много людей. Что уж про столицу говорить. О, водевиль. Водевиль. Макдональдс. Ну, Макдональдс, честно говоря, в Лондоне такие очереди дикие. Заказать-то можно быстро, но ждать будете. По крайней мере, несколько лет назад это был кошмар. Чаринг Кросс. Подойдем, если там, конечно, не будет стройки к Трафальгарской площади. Трафальгарская площадь. В прошлые разы, когда я здесь была, еще ремонтировалась. Колонна. Фонтаны такие. Львы. Конечно, много певцов. В Ковент-Гардене там возле туалетов тоже много. Там еще оперу поют. Ну, много всяких представлений там идет. На улице просто люди приходят, собирают деньги в шапку. Что можно там заработать, если ты чем-то выделяешься. Все равно здесь туристов наплыв большой. Кто-нибудь дособерется посмотреть. Возможно, там даже платные какие-то. Ну, что они за место платят, чтобы выступить. Сюда приезжают со всей страны, да и со всего мира, чтобы где-то в шоу-бизнесе побыть. Хотя, наверное, уже это не Лос-Анджелес, но не Нью-Йорк. Но тем не менее. Так, с той стороны подойти. Вход в метро. Такой вот. Понимаю, это лорду Нельсону. Памятник. Группа играет. Тут это в порядке вещей, конечно. Если туда пойти, то уже можно к Биг Бену пройти. Покажу вам.
Надо мне за временем следить, не забывать. А то уедет с нашими вещами автобус, выкинет все. Какой-то водитель не очень добрый сегодня. Да нет, шучу, нормально все. Его тоже можно понять, он фонтан какой. Поездка дешевая была это. Что хотеть за 89 фунтов на человека на 2 дня с ночевкой в центре Лондона, с кормежкой, с ужином и завтраком. Что... Завтра тоже время будет погулять, я не думаю. Ну, хотя завтра, может, побольше времени даст. Вот, видите, как тут? Разговоры ведутся посредством бибиковок. Ребята играют там от души. Трафальгар театр. Дюшес называется. Перформанс. Трагедия. Так что здесь не только мюзиклы и водевили. Не, ну естественно. Пройдем сейчас еще чуть-чуть. Скоро уже назад идти, возвращаться придется. Наверное, к Биг Бену подойдем и уже назад пойдем. В Букингемскому я не пойду в дворцу сегодня. Офицер британской армии написано. Памятник на лошади. Вот там обычно много кадров с лошадьми, как они кусают людей, фотографируют. Кому-то даются гладиться, кому-то нет. Некоторых кусает. Сколько было кадров, мемов в Инстаграме, на Ютубе. Близко к ней подходить, к лошади, может, и не надо. Асл. Тут написано: имейте в виду, лошадь может пнуть или укусить. И написано: не трогайте лошадь. И большое спасибо. Что лошади тоже стоять так. Люди подходят, не думают, и она может запросто уснуть. Здесь внутри никогда не была. Здесь такой гравий специально, чтобы на навоз легко убирать. Это вот что тут охрана, музей. Говорят, толком не знаю название. Защита, какие-то казармы тут тоже. Гвардейцы, возможно, это. Пусть туда дальше пройти, там будет Букингемский дворец. Уже назад пойду. Везде охраны полно. Это государственное учреждение. Вооруженная полиция. Всякое может быть, конечно. Иду я в этот парк. Ну, рядом с парком.
На что время хватит. Впереди здание. Пруд с лебедями. По-моему, не только. Там, то ли аисты, то ли цапли. Ну, не фламинго же. Это домик интересно украшенный к Хэллоуину. Тыквы везде. Написано Лондон, Черчилль, War Room. Черчилль. Да. Ну, сколько такси едет. Колонна целая. Туда пойдете, к Букингемскому дворцу попадете. Сюда пойдете. К Биг Бену попадете. И вот здание, здесь все в колоннах. Архитектура, я, честно, не разбираюсь, что это за архитектура. Так, идем Парламент Сквер, площади парламента. Вот тут схема, где что находится. Тут за деревьями Вестминстерское аббатство, Хаус парламент, Клок Тауэр называется, Биг Бен, Вестминстер. Сюда зайти туристы и не только. Начнется. Архитектура такая ажурная. Вот они все стоят, чтобы возле будки сфоткаться. Представляете, очередь какая? Потому что вид на парламент, на Биг Бен. По-моему, налоговая. А нет, департамент культуры и спорта. И налоговая. HM Revenue and Customs. Полиция и автобусы. Ну, точно так же возле будки можно сфотографироваться. Интересно, она рабочая? Нет. Вроде не рабочие. Нет, звонят. Вон там рабочая, по-моему, будка. И люди, если хотят позвонить, как им? Да, рабочие, вон там. Пожалуйста.
Интересно, а людям туда пройти можно? Кинг Чарльз Стрит. А, это тут музей Imperial War. Ладно, туда не пойдем. Времени уже не так много. Whitehall. Даунинг-стрит. Под охраной. Тут люди проходят. Все дружно. Да, может быть, нельзя снимать, может, можно. Толком непонятно. Где-то дверь, которая номер 10. Где-то там. Никогда ей не подойти было. Всегда людей много. Сейчас в таком проходике можете увидеть Лондон Ай. Колесо. Катались, по-моему, в 18-м году. Или в 19-м. Тут уже таких проходов здесь полно. И ты уже возле Темзы. Скотланд-Ярд, Нью Скотланд-Ярд. Здесь Темза впереди. Колесо обозрения большое. Лондон Ай. И все. На лодке можно по Темзе покататься. Потом Вестминстер Бридж. Там. Впереди тоже мост. По-моему, вот это Millennium Бридж. Может, я что-то путаю. Может, это не он. Тоже не помню. Дам неправильную информацию. Сейчас хочу в этот проход зайти. И сразу на ту улицу, которую мне надо. Проходит поезд, ну, метро, наверное, по этому мосту. И пешеходный. Может, он по-другому называется. Сейчас тут проходик. Вот, сейчас поверну налево. И надо будет обходить ничего. Юбилейный мост называется. Кит-кат клуб. Пугается. Кабаре. Бенджамин Франклин Хаус. Экскурсия. Сюда. Вот такой вот ресторан, где мы ужинаем и будем завтракать. Вот вид на воду такой. Я не знаю, что видно, но с утра, видимо, будет лучше вид. Красиво. Вода плещется. Отель так, как в Венеции.
взяла говядину с картошкой и суп. У Даниэлы курица, тоже картошка, сыр, виноград и булочка для супа.